Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами народные приметы на 7 ноября. В этом видео поговорим о том, что же можно делать по народным приметам. Также поговорим о том, что нельзя делать в этот день. Также уделим внимание рожденным именно в этот день, 7 ноября. И поговорим об определенных тонкостях и что нужно сделать, чтобы не привлечь беды и неприятности в свою жизнь. Итак, друзья, 7 ноября православная церковь почитает память праведной Тавифы, которая была известна своей благотворительностью и трудолюбием. Проживала она в Иопии, сейчас это Яффа, в I веке. Христианка раздавала милостыню нуждающимся и была исполнена добрых дел. Однажды Тавифа тяжело заболела и умерла. Ее тело уже было приготовлено к погребению, когда верующие позвали апостола Петра, который находился в это время в Лиде, ныне город Лод. Петр приехал в Иопию, вошел в комнату, где находилась умершая, и попросил всех присутствующих удалиться. Апостол помолился и сказал: «Тавифа, встань!» После этих слов девушка открыла глаза и села. Он подал ей руку и помог подняться. Призвавший верующих, Петр представил им ее живую. После произошедшего чуда многие жители Иопии уверовали в Иисуса Христа. На Руси святой Тавифе было принято молиться в трудные моменты, прося помощи в бедах, в сложных жизненных ситуациях, а также во время бедствий. Также 7 ноября в православных храмах прозвучат молебны в честь мучеников Дмитрия Солунского, Маркиана и Мартирия, а также святой преподобной Матроны Власовой. У каждого из них своя непростая история связана с верой в Иисуса Христа. И в этот день, 7 ноября, вспомнить об этом особенно важно. Итак, давайте немножко уделим внимание Дмитрию Солунскому. Дело в том, что Дмитрий Солунский считается небесным покровителем князя Дмитрия Донского, под предводительством которого русские войска одержали победу в Куликовской битве. Кровавое сражение, которое состоялось в 1830 году, далось нелегко. На Куликовом поле погибли воины, которые не пожалели жизни ради свободы людей. Историки считают, что в это время едва ли не каждая семья оплакивала своих близких, которые сражались в ополчении под предводительством святого благоверного князя Дмитрия Донского. После окончания битвы преподобный Сергий Радонежский совершил обряд поминовения воинов, которые погибли в бою с ордой Мамая. Это произошло в Троицкой обители. В память о поминальном событии появились и дедовские плачи. Также в этот день, 7 ноября, православные чтут память многих воинов, которые погибли во время битвы на Куликовом поле. Это произошло во время битвы с татаро-монгольским игом в 1380 году под предводительством Дмитрия Донского. Когда военачальник вернулся домой, он отдал приказ каждый год проводить богослужение за упокой души всех воинов, которые стали жертвой битвы. Известно, что Дмитрий Донской был христианином. Он считал своим ангелом-хранителем Дмитрия Солунского. И Дмитрий установил особую поминальную традицию, которая и сохранилась до наших времен с вами. Дело в том, что именно 7 ноября холода усиливались и все-таки приближалась зима. И зачастую за окном в этот день была ненастная погода. И вы знаете, по погодным явлениям этого дня судили о том, какой будет зима. А в народном календаре 7 ноября прозвали дедовскими плачами из-за дождливой погоды. Также обращаем ваше внимание, что 7 ноября у наших предков этот день считался поминальным днем. На Руси было принято поминать усопших родственников и друзей. В этот день и на следующий чаще всего наблюдался дождь или снег. И по поверью, эта природа оплакивала ушедших в мир иной людей.
Ну а крестьяне 7 ноября ходили на кладбище. На кладбище тщательно убирались. Женщины делали это березовыми вениками, а мужчины дубовыми вениками. Иногда добавляли к ним еще и травы с целью защитить могилы от разрушений. Во время уборки обязательно зажигали свечи по количеству покоящихся в могиле. Таким образом, родные говорили мертвым, что их помнят и чтят. После прихода с кладбища садились все за стол, на котором обязательным блюдом был поминальный пирог с капустой. Каждый из присутствующих брал по куску и говорил такие слова: «Царство небесное рабу Божьему», и называлось имя умершего. «Пусть покоится с миром». Распитие спиртных напитков запрещалось, подавали компот из сухофруктов. Также в этот день, 7 ноября, нуждающимся подносили еду, а бесприютным разрешали переночевать в доме. Сегодня семьи принимали детей, которые остались без родственников. Если же не могли себе этого позволить, то брали их в этот день к себе и кормили досыта. Но самая главная традиция этого дня, 7 ноября, это было лить слезы. Первыми начинали плакать девушки, вспоминая все доброе о покойниках, что помнили сами. После их поддерживали бабы, ну а вслед за ними уже и парни. Заканчивали плач мужчины. Считалось, что им сегодня не стыдно и слезу проронить. Напротив, так они выплакивали накопившуюся за этот период печаль. Останавливался и в повсеместный плач перед сном, потому что плакать в подушку была плохая народная примета. Она запомнит горесть, боль и ответит плохими сновидениями, а также мигренями. Существовала и очередность оплакивания. И вначале вспоминали кровных родных, после других родственников. Следующие в череде были приемные дети и родители, а также друзья. А вот соседи и приятели не оплакивали, поскольку чужеродных беспокоить считалось грехом. Интересно, что с женщинам запрещено было плакать в подушку, так как перо все слезы помнит, а значит, неприятности сохранятся на длительный срок. Тем более, если другой человек ляжет на эту подушку, тогда все беды перейдут к нему. А вот крестьяне, которые торговали зерном, не должны были в этот день переезжать на другое место, чтобы не спугнуть удачу. В старину наши предки ночью выходили во двор, чтобы посмотреть на звезды. И если они светили ярко, знали, значит, день будет теплым. Тусклые звезды сулили холод и ненастье. Ну а если 7 ноября шел снег, это говорило о том, что зимой завалит сугробами. Утренний туман говорил о близкой оттепели, воюющий ветер о затяжных дождях. В этот день именины 7 ноября отмечают Анастасия, Валерьяна, Валерия, Маркияна, Мартирия, Савина, Тафифа и Хрисанфа. Люди, которые появились на свет в этот день, обладают особым даром. Они могут облегчить чужие страдания. Как правило, в этот день рождаются обаятельные и любознательные люди. Им покровительствует знак зодиака Скорпион. Они не сидят сложа рук и не останавливаются на достигнутом. Пытливый ум толкает их узнавать что-то новое и интересное. Учатся они на своих ошибках. Заслужить расположение таких людей будет непросто, несмотря на внешнюю приветливость. Они мало кого подпускают к себе близко. Правда, у людей, рожденных 7 ноября, есть и определенные недостатки. Дело в том, что, несмотря на свою общительность и коммуникабельность, люди, рожденные в этот день, всегда держатся отчужденно. Ну а в качестве талисмана и оберега людям, рожденным 7 ноября, лучше всего подходит хрусталь. Что же касательно толкования основ, то сны в эту ночь показывают нашу скрытую способность, которую необходимо развить, чтобы сделать качественный рывок в жизни. Так, например, если в сновидениях этой ночи вы увидите себя в роли оратора, хотя в реальности редко выступаете на публике, стоит почаще брать слово. Как правило, движение во сне – это хороший знак, однако вы должны понимать и то, что при толковании таких сновидений нужно учитывать некоторые нюансы, а здесь имеется в виду ваше настроение. Так, если вы будете ехать куда не столь важно, в подавленном состоянии, значит,
значит, в настоящее время вы собираетесь совершить ошибку, возможно, даже фатальную. Пересмотрите еще раз свои решения последних дней, пока есть еще возможность что-то изменить. Ну а если в ночь с 7 на 8 ноября женщина увидит, что как кто-то из ее близких выполняет за нее работу, независимо это дома, на работе, это скажет о том, что в реальности ей надо больше доверять окружающим людям. Скорее всего, она взвалила на себя непосильную ношу и очень скоро может надорваться. Что же можно было сделать 7 ноября по народному календарю? Итак, друзья, по традиции в этот день у наших предков было принято поминать умерших родственников. Недаром их назвали дедовские плачи, как буквально означает плач по предкам, посещение могил умерших, зажжение свечи в храме и молитвы. Также устраивали поминальные застолья со специальными ритуальными блюдами, которые полагались на дедовские и родительские дни. По народным приметам, чем громче плачет человек по ушедшему в иной мир, тем счастливее для него будет вся последующая зима. В честь такого праздника накрывали столы, на которые ставили традиционные для родительских дней блюда. Это были и блины, пироги, каши, кутя, кисель и так далее. Как вы знаете, в каждом регионе есть свои отличительные черты. Также ставили одну дополнительную тарелку для духов усопших. Не нужно было в этот день раскаяться в своих грехах, и тогда считалось, что зима пройдет с чистыми помыслами и в счастье. Также с древности в этот день принято было помогать сиротам и обездоленным. Если сирота помолится в этот день, его молитва будет услышана. А если девушка-сирота попросит о чем-то умершую мать, то ее желание обязательно исполнится. Праздник назвали дедовскими плачем не только по той причине, что проходит родительский день, но также и потому, что вся природа сегодня плачет. Или, простыми словами, наши предки ждали осадки. Это может был быть дождь или снег. Если той или иной проблеме или делу, вопросу никак у вас не находится ответа, то сегодня нужно провести такой ритуал. Нужно зажечь свечу, встать перед ней и попросить умерших родственников помочь советом. И считается, что на следующий день ответ или решение придет самым чудеснейшим образом. Поэтому подумайте над этим ритуалом и проведите его. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать в этот день 7 ноября. Итак, по старинным традициям, невзирая на то, что 7 ноября в народном календаре носит название «Дедовские плачи», в этот день ни в коем случае нельзя плакать женщинам в подушку. Дело в том, что материал, которым наполнена подушка, может с 7 ноября запомнить рыдания и потом станет постоянно напоминать о бедах и неприятностях, которые провоцируют слезы. К тому же, если на эту подушку ляжет другой человек, то он заберет себе все горести и беды той, которая ранее на ней плакала. Однако, все-таки поплакать 7 ноября нужно. Плач должен быть очень громким, чтобы все вокруг его слышали, ведь именно поэтому этот день и назвали «Дедовские плачи». По народной примете, чем громче будет рыдать женщина, тем счастливее будет для нее зима, поскольку вместе со слезами уйдет и весь негатив, который накопился на душе. Также 7 ноября нельзя проявлять безразличие к детям-сиротам. Так, если они попросят у вас о помощи, необходимо тут же отреагировать на просьбу, постаравшись максимально помочь вещами, едой, кровом или, возможно, оплатить какую-то услугу. Здесь вам подскажет ваше сердце. Отказ иначе может привести к печальным последствиям, к бедности, голоду, болезням и к одиночеству. Также не стоит в день дедовских плачей лукавить. Тот, кто сегодня соврет, весь год проживет во лжи и в обмане. Придется постоянно лицемерить, выкручиваться и находить способы, чтобы избежать разного рода неприятностей. Не рекомендуется 7 ноября есть хлебобулочные изделия. Особенно это касается тех, кто связан с торговлей. Если нарушить запрет, то в будущем предстоят финансовые трудности, а также аферы и воровство. Остальным же разрешается есть все, кроме хлеба. Тот, кто нарушит запрет, ожидает семейные проблемы, которые придется решать в одиночку. Нельзя 7 ноября сидеть без дела. По народной примете, тот, кто будет лениться, очень скоро останется без денег.
придется просить помощи у влиятельных знакомых, а также влезать в долги, отдать которые будет довольно сложно. Также сегодня запрещалось смеяться до слез. Скоро придется плакать от горя или больших неприятностей. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, вот такой у нас сегодня с вами день 7 ноября по народным приметам и по церковному календарю. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся уже с вами буквально в следующем видео.